Hey everyone! Айрат Сафин, канал Foodstyle. Добро пожаловать на мой канал. И сегодня приготовим простое, сытное, вкусное и красивое блюдо. Не знаю его название, но состоит оно буквально из мяса, картошки и лука. Что еще нужно для полного счастья? И сделаем мы его вот в таких вот прекрасных горшочках в виде жаркого. Начинаем. Мясо говядины. Не очень жирное. Примерно килограмм. Готовим из расчета килограмм мяса, килограмм картофеля и полкило лука. Срезаем вот так вот лишние пленочки, которые все равно не будут прожевываться. И нарезаем мясо мелко-мелко, настолько мелко, насколько сможете. Поэтому, чтобы нарезать очень мелко, рекомендую мясо слегка подморозить, чтобы оно легче нарезалось. Тоненько. И нарезаем мелким кубиком. Настолько мелким, насколько сможете. Вот этот вот жирок рекомендую не убирать, а также нарезать, чтобы блюдо не было совсем постным, чтобы нажористо было вкусно. Вот такой вот мелкий кубик получается из мяса. И картошечку нарезаем точно таким же мелким кубиком, чтобы размер соответствовал. Ну и лук тоже нарезаем насколько можно мелко. Ну и после того, как все нарезали, естественно, нужно посолить и поперчить. Две вот так вот чайные ложки с горкой соли, даже добавим 2,5. И чайная ложка, даже 1,5 перца. Просто картошка, мясо, лук, соль, перец. Все хорошо перемешиваем. Перемешивая, обязательно пожамкать, так вот руками помять, чтобы оно друг в друга проникло, пропиталось, чтобы везде попала и соль, и перец, и мясо с картошкой и луком перемешались хорошо, чтобы получилось однородное, одинаковая по вкусу масса. И пока я тут перемешиваю, не забудьте поставить лайк этому видео. Если не подписаны, подписаться на канал. Каждый ваш лайк добавляет 10 просмотров в рекомендованных YouTube. Не обделите меня своим вниманием. Когда все хорошо перемешали, отставляем в стороночку и займемся тестом. 50 грамм растопленного масла сливочного, буквально чуть-чуть соли, 50 миллилитров воды и, конечно, мука. И замешиваем самое простое, элементарное, недрожжевое. Замешиваем вот такое вот тугое, плотное тесто и оставляем минут 15-20, полчаса, чтобы химические процессы прошли и клейковина заработала. Тем временем наполним, хотел сказать, бокалы, но скажу, наполним наши горшочки нашей начинкой.
грамм буквально вот так вот по, ну сколько здесь, грамм 7-8 сливочного масла в каждый горшочек на дно. И наполняем хорошо перемешанной начинкой. Наполняем прям до краев. Потом поймете, почему до краев. Очень плотно наполняем горшочки, чтобы максимально выдавить оттуда воздух. Потому что в процессе выпекания, когда оно будет стоять в духовке, воздух начнет выпирать и будет выдавливать крышку. Воздух расширяется быстрее, чем картошка и мясо. Поэтому нужно, чтобы крышку не выдавливало, наполнить как можно плотнее. Прям не стесняйтесь, так вот придавливайте, чтобы сок появился на поверхности. Убедитесь в том, что это полное. Ну и самое время сделать крышки. Как говорилось в одной стране, которой больше нет на свете, это будет комплексный обед. Перед тем, как наклеить крышечку, смазываем верх горшочка водой, либо вот как в моем случае маслянистой водой. У меня осталось на дне тарелки масло после того, как я его растапливал. И не растягивая, очень аккуратно, бережно наклеиваем нашу крышечку. У нас будет и хлеб, и мясо, и картошка, и соль. Делаем технологическое отверстие. Потом вы узнаете для чего. Хотя если вы смотрели мои ролики, что я, кстати, рекомендую, и смотрели ролик под названием «Татарский балиш», «Зурбалиш», то вы точно догадаетесь, для чего нужно это отверстие. То есть мы готовим по большому счету то же самое блюдо, только в другом виде. И вот так вот прикрепляем аккуратненько крышечку. Вот такая вот получается красота. Обязательно смазываем подсолнечным растительным маслом наши крышки. Ставим в духовку полчаса, 180 градусов Цельсия. Через полчаса обязательно надо достать. И первые полчаса обязательно накрыть либо пергаментом для выпекания, либо фольгой, чтобы крышки не сгорели. Лубочки, 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 грибочки. Ну вот, собственно говоря, прошло полчасика, даже чуть больше. И теперь, чтобы это было еще вкуснее, мы берем вот так вот, аккуратненько открываем крышечку. Она не сгорела, она потому что под фольгой замечательно выглядит. И наливаем бульона. Тот, который у вас есть. Если нет никакого бульона в запасе, возьмите, растопите сливочное масло и добавьте пару так вот ложечек сливочного масла внутрь. Остатками масла или бульончика еще раз смазываем крышечки. И сейчас мы их еще на полчаса ставим в ту же духовку, на ту же температуру, но теперь уже не накрываем
фольгой, чтобы они зарумянились, чтобы стали красивенькими хлебушками. Смотрите, какая красота. Только хотя бы потому, что это так красиво, предлагаю поставить лайк этому видео. Ну и все, что нам осталось, это взять красивую тарелочку и дальше уже самим решить, как вы будете это подавать. Либо так же, как есть в горшочке, либо перевалить в тарелку на ваше усмотрение. Ну и все, что мне осталось сделать, это пожелать вам приятного аппетита, хорошего времени суток. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайк этому видео, поделиться ссылкой с друзьями, знакомыми, с любимыми, и пусть они возьмут, приготовят вам очень вкусную, красивую, здоровую пищу. Пока-пока.